Добрый день. Мои подписчики, наверное, заметили, что давно не было новых видео на моем канале. Но я не сидел сложа руки, а занимался подготовкой этого видео. О чем же оно? И почему так много времени пошло на его подготовку? Во-первых, оно о супергетеродинном приеме. В нем я расскажу о всех видах амплитудной модуляции и о простейшем супергетеродине, приемнике прямого преобразования, о его достоинстве и о его недостатке. А во-вторых, мне хотелось повысить качество моих видео, поэтому пришлось заняться изучением некоторого программного обеспечения. Насколько мне это удалось, решать вам. Итак, давайте сначала посмотрим на блок-схему простейшего супергетеродинного приемника прямого преобразования. Вот она. Если кто-то думает, что приемник прямого преобразования – это современное изобретение, он ошибется. В те давние времена, когда по Земле уже не ходили динозавры, но еще не было даже радиоламп, не говоря уже о транзисторах, передатчики телеграфного сигнала делались искродуговыми, а радиоприемники были исключительно детекторными. Уже тогда кто-то додумался на детектор подать сигнал, близкий по частоте с принимаемым, и заметил значительное повышение чувствительности детекторного приемника. Где он взял сигнал гетеродина? С электромеханического генератора. Да хоть из того же искродугового генератора. Это и был первый радиоприемник прямого преобразования. Что в этом радиоприемнике в современной интерпретации есть? Входная колебательная система с антенной и заземлением. Далее сигнал поступает на смеситель, на который поступает сигнал гетеродина, и с выхода смесителя сигнал поступает на высокодобротный фильтр низкой частоты с частотой среза 3 кГц. После фильтра сигнал поступает на высокочувствительный усилитель низкой частоты. Вот, собственно, вся суть приемника прямого преобразования. На первый взгляд, очень простая схема. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях. Давайте я зайду издалека. И начну объяснение я со смесителя. Но до смесителя нам нужно понять, сигналы какой модуляции принимает такой радиоприемник. И почему я назвал такой радиоприемник супергетеродином? Потому что суть супергетеродина – перенос принимаемой переменной частоты в какой-то другой постоянный диапазон частот. В обычном супергетеродине этот диапазон называют промежуточной частотой, которая может быть как ниже принимаемой частоты, так и выше принимаемой частоты. В этом случае это называется приемник с преобразованием вверх. В этом же случае промежуточной, на самом деле уже готовой к прослушиванию, есть низкая частота. Итак, начнем. Смеситель, он же модулятор, он же демодулятор. В последнее время для обобщения его называют перемножителем. Почему так много названий для одного, в общем-то, устройства? Начнем с модулятора. Так называют смеситель в радиопередающей аппаратуре. Смесителем его называют в приемной радиоаппаратуре до усилителя промежуточной частоты. После усилителя промежуточной частоты смеситель уже будет называться демодулятором, либо синхронным детектором. Еще одно название смесителя. А теперь наглядно посмотрим на все эти преобразования смесителя. Для наглядности будем использовать Adobe Audition 3.0. В общем-то, комбинаций здесь немного. 2 входа и 1 выход. На разные входы мы подаем входные сигналы либо низкой и высокой частоты, либо высокой и высокой частоты. Один из входов будет входом гетеродина в приемнике, либо задающего генератора в передатчиках. Причем это справедливо для всего диапазона частот. Если мы смешиваем 2 сигнала разной частоты на линейной нагрузке, то они не повлияют друг на друга. Если же мы смешаем их на смесителе, то мы получим амплитудную модуляцию. Вот смотрите,
На модулятор мы подаем в качестве гетеродина сигнал с частотой 6 кГц, а на другой вход сигнал 400 Гц. В результате на выходе мы видим амплитудно модулированный сигнал, где несущая частота 6 кГц, а частота модуляции 400 Гц. Но не только это интересно в смесителе. Если мы посмотрим анализатором спектра на входной сигнал, то окажется, что при двух входных сигналах на выходе мы имеем уже 3 сигнала. Самой высокой амплитудой обладает несущая частота, не несущая никакой полезной информации, кроме необходимой для детектора амплитудной модуляции. Асимметрично по бокам от этой несущей еще 2 сигнала. Это и есть сигналы нашей низкой частоты, преобразованные в высокую. Вот что мы видим при подаче полезного сигнала в виде качающейся низкой частоты от 50 Гц до 3 кГц, имитирующей нашу речь. Но ведь 70% всей энергии уйдет на передачу несущей, и только 30% на передачу полезной информации. И это еще не все. Как вы заметили, симметричные боковые полосы при таких сигналах заняли полосу в 6 кГц. То есть, что произошло в модуляторе? Сигналы низкой и высокой частоты в одном случае сложились, 6 плюс 3 равняется 9 кГц, а в другом случае вычлись один из другого, 6 минус 3 равняется 3 кГц, тем самым расширив полосу высокочастотного сигнала до 6 кГц и ухудшили энергоэффективность передатчика еще на 15%. Итого, только 15% энергии, затраченной на передачу информации, оказались полезными. Что, если нам подавить несущую частоту? Вот смотрим на сигнал с подавленной несущей частотой. Этот сигнал называется двухполосная передача или DSB – Double Sideband. В этом случае мы при одной и той же мощности передатчика получим на 70% мощнее сигнал. А что, если мы откажемся еще и от одной боковой полосы? Ведь информация, передающаяся на другой боковой полосе, избыточна, и мы можем смело от нее отказаться. Тем самым мы не только еще повысим энергоэффективность передатчика, но и освободим канал для другого передатчика, что очень полезно на узких диапазонах радиолюбителей. И не только. Дальше вы увидите, что в диапазоне от 0 до 9 кГц можно передать до 3 телефонных разговоров, что применялось ранее в аппаратуре уплотнения сигналов. Но есть одно «но». Нужно сказать, что после подавления несущей частоты мы теряем возможность полного восстановления оригинального сигнала. Дело в том, что на приемной стороне для восстановления сигнала нам необходимо восстановить несущую, вплоть до совпадения фазы сигнала, что практически невозможно. Поэтому этими видами амплитудной модуляции музыкальный контент не передается, а для приема передачи речевых либо телеграфных сообщений вполне приемлемо. Вот это все, что касается амплитудной модуляции. Еще необходимо сказать о телеграфе. Ранее использовалась манипуляция непосредственно несущей. Но, как вы уже видели, любая манипуляция с несущей вызывает появление боковых полос. Если не принимать специальные меры по уменьшению скорости нарастания несущей, то такой передатчик замусорит весь эфир гармониками, возникающими в момент включения-выключения несущей. Это объясняется почти бесконечным увеличением гармоник прямоугольного сигнала. Все, теперь давайте демодулировать наши амплитудно-модулированные сигналы. Здесь мы переходим к радиоприемнику прямого преобразования. Что поменяется в предыдущей блок-схеме? Ничего. Только теперь смеситель будет правильно называться для приемника
смеситель. На вход, на который мы подавали низкую частоту, мы подадим наш модулированный сигнал. И для начала простой АМ. И так как между нами нет эфира и в нашем распоряжении есть та же частота гетеродина, мы сможем восстановить наш сигнал полностью. Вот что происходит с нашим АМ-сигналом на смесителе. Это можно смело назвать синхронным детектором. А теперь посмотрите, что произойдет в реальных условиях радиоприема. Так как у нас нет точной информации о частоте радиопередатчика в данный момент, мы свободно можем ошибиться и установить частоту, к примеру, на 50 Гц, отличную от действительной. И кроме того, что все исходные частоты нашего полезного сигнала поменяли свое значение на 50 Гц, еще и появился сигнал биений с несущей, равный 50 Гц. И, естественно, он самый мощный, поскольку самая большая амплитуда у несущей частоты. А как изменился прием с подавлением несущей? В отличие от АМ, при несовпадении несущей мы не имеем побочных биений. Но из-за различия несущей и гетеродина все равно музыкальный контент неприемлем. А теперь речь. А вот теперь давайте перейдем к реальному речевому сигналу и посмотрим, как он будет звучать в режиме SSB. Вы, наверное, обратили внимание на изменяющийся тон моего голоса. Это я сделал специально, чтобы приблизить наши условия к реальным в радиоэфире. Частота задающего генератора на протяжении сообщения плавно изменилась на 400 Гц. И только посреди сообщения она соответствовала частоте гетеродина. Обратите внимание, что здесь не все зависит от вас. Вы можете добиться стабильности частоты вашего гетеродина, но на передающей стороне тоже не у всех все идеально. Поэтому нужно знать, что нестабильность частоты гетеродина нужно суммировать с нестабильностью передающего устройства. И пока это все касалось только односигнального случая. Вот теперь мы переходим к недостатку, доводящему до невозможности применения радиоприемника прямого преобразования на радиолюбительских диапазонах однополосной передачи SSB. Забыл. SSB – Single Side Band – однополосная передача. Я бы по своему разумению скорее бы назвал Signal Side Broadcast. Для радиоприемника двухполосность сигнала при смешивании в смесителе описывается иначе, чем для передатчика. Смотрим на наш пример. Частота гетеродина 6 кГц. При смешивании частоты гетеродина с верхней боковой полосой от 6 до 9 кГц мы получим 6 минус 9 равно 3, от 0 до 3 кГц сигнал детектировался. А 6 минус 3 равно 3, от 3 до 0 кГц. Так вот, от 6 до 3 кГц является зеркальным каналом, и в обычном супергетеродине свободно отфильтровывается даже полосовыми ЛЦ-фильтрами, так как зеркальный канал выше по частоте на 1 МГц при промежуточной частоте, равной 500 кГц. В приемнике же прямого преобразования зеркальный канал рядом стоящий канал передачи. И это не из-за примера с передатчиком на низкой частоте. Давайте посчитаем на 20-метровом диапазоне. 14200, 14203. 14203 минус 14200 равно 3 кГц. От 0 до 3 кГц. И зеркальный. 14200 минус 14197 равно 3. От 3 до 0. А при промежуточной частоте 500 кГц 14203 минус 13700 равно 503 кГц. От 500 до 503 кГц. А зеркальный 13700 минус 13197 – 503. От 503 до 500. А теперь считаем. 14203 минус 13197 равно 1006 кГц, что соответствует формуле расчета зеркального канала. Попробуйте поискать в интернете
и найдете много ошибочных заявлений, утверждающих, что у приемника прямого преобразования отсутствует зеркальный канал. Теперь давайте послушаем, как звучит зеркальный канал в радиоприемнике прямого преобразования. Это фактически говорит, что несмотря на ограничение полосы фильтра низких частот до 3 кГц, он не ограничивает полосу пропускания приемника. А за счет зеркального канала не только фактически полоса пропускания равна 6 кГц, но и становится непригодным для серьезного применения на радиолюбительских диапазонах. А так это выглядит, когда два совершенно легальных, не мешающих друг другу канала будут звучать в радиоприемнике прямого преобразования. Вот теперь давайте перейдем к реальному речевому сигналу и посмотрим, как он будет звучать в режиме SSB. Можно было бы предложить решить эту проблему все-таки применить промежуточную частоту хотя бы на 20 кГц. Но это совсем не решит проблемы зеркального канала, поскольку во входной цепи обеспечить селективность в пределах 40 кГц будет практически невозможно. Существует еще решение – приемник с преобразованием вверх. Но это, как говаривал Леонид Каневский, совсем другая история. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, ставьте лайки и дизлайки. Всего вам доброго, до свидания.